Друзья, всем привет! Сегодня я объясню одну ситуацию, можно сказать, что это будет небольшая юридическая консультация такого узкого профиля, но почему я это решил сделать? Потому что довольно-таки много людей, да, граждан, клиентов моих и моих зрителей, они сталкиваются с проблемами и не знают, что делать. И проблема эта связана с тем, что они родились за пределами тогда еще Советского Союза, то есть они родились за границей, например, в таких странах как ГДР, да, там в ЧСР, в ЧССР, в ГДР это Германская Демократическая Республика, ЧССР это Чехословацкая Социалистическая Республика, вот они там или, например, в Польской Народной Республике или Венгерской Народной Республике, то есть в странах Варшавского договора, в Европе, да, вот, им выдано было советского образца свидетельства о рождении, но место указано там, например, Дрезден, ГДР там, или Германия, да, они это свидетельство, например, потеряли, теперь они не знают, где брать повторное свидетельство, потому что обращаются в Украину, а в Украине не могут выдать, потому что такой актовой записи о рождении такого гражданина нет, хотя человек является гражданином Украины. И вот в этом видео я вам дам, друзья, подробную консультацию, что в таком случае необходимо делать и почему так происходит. Кому эта тема интересна, смотрите, друзья, видео до конца, и вы будете однозначно разбираться в этом вопросе. Я простым языком вам об этом расскажу и покажу. Итак, как я уже сказал, в моей практике частенько встречается такая ситуация, что гражданин тогда еще Советского Союза, там неважно, да, СССР, рождается, к примеру, в семье, в основном это дети, которые были рождены в семьях советских военнослужащих, которые проходили службу за пределами Союза Советских Социалистических Республик, например, в ГДР. Вот рождается этот ребенок в ГДР, соответственно, ему выдают свидетельство о рождении советского образца, где указано, что он, например, родился там в Дрездене или там, Германия. Вот у меня есть такой образец, вот вы его видите на экране. Вот я его прокомментирую. Видите, да? Свидетельство о рождении, там гражданка такой-то, 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 я зачеркнул фамилию, потому что реальный человек. Вот написано место рождения, город Потсдам, это Германия. И написано республика, понятно, Германия. Значит, номер актовой записи, когда она была внесена, кто родители, видите, украинец, потом мать русская, то есть национальность тогда писалась. И стоит печать, и кто выдал это свидетельство. Вот смотрите, на печати написано Бюро записей актов гражданского состояния. И стоит герб СССР. То есть человек родился в ГДР, и ему было выдано вот это свидетельство. И вот у человека проблема возникает. Человек потерял это свидетельство о своем рождении. Но он в настоящее время является гражданином Украины. И он хочет это свидетельство восстановить, то есть документ, главный документ, да, который подтверждает его рождение. Он идет в ЗАГС в Украине, да, потому что он же гражданин Украины, дает повторное заявление о том, чтобы ему выдали свидетельство о рождении уже украинского образца, а в актовой записи в украинском ЗАГСе такой нет. То есть нет информации в Украине о том, что он родился. И, соответственно, украинский ЗАГС, РАЦ называется, он не может выдать ему повторное свидетельство о его рождении. То есть человек, по сути, остается без документа. Понятно? Вот это проблема. Такие случаи встречаются. Вот у меня уже, наверное, человек 6, или 7 обращалось ко мне вот только за 2025 год с такими проблемами. Почему так, друзья, происходит? Объясняю. Дети, которые родились в семьях, в основном это дети, которые родились в семьях советских военнослужащих, которые проходили службу, например, как я уже сказал, в ГДР там, или в ЧССР, или дети, которые родились в семьях не военнослужащих, а советских граждан, которые работали за границей официально от властей Советского Союза, понятно, да? То есть они регистрировали акт рождения своих детей не в местных органах регистрации актовых записей, да, не в местных органах власти, а в учреждениях СССР за рубежом. В данной ситуации было два варианта, когда родители могли зарегистрировать факт рождения своего советского в то время ребенка за границей.
Первое, или через консульские отделы посольства СССР, которые, как правило, располагались в крупных городах, например, в ГДР это было в Берлине и в Дрездене, да, ну если мы возьмем ЧССР, это была Прага. Это первое. Или если родители, например, были военнослужащие и служили в более каком-то маленьком городке, где далеко, например, было добираться до консульского отдела, то тогда функции регистрации актовой записи, значит, и выдачу свидетельства о рождении, тогда эти функции выполняли военные комендатуры военных городков или штабы группы советских войск. Были основные группы советских войск, это группа советских войск в Германии, ГСВГ называлась, или центральная группа войск, которая располагалась в Чехословакии в то время, в Праге. И вот факт рождения ребенка в семье военнослужащих советских тогда регистрировался, фиксировался через медицинские части военных частей, да, или штабы группы войск, как я уже и сказал. Соответственно, выдавались свидетельства. Рождение не регистрировалось в органах ЗАГС ГДР и ЧССР. Почему не регистрировалась? Потому что семья считалась, что она не считается, а семья является советской, и она находилась под юрисдикцией СССР. Потому что мне еще очень часто многие задают вопрос: вот я родился в Потсдаме, Германия, там в 79 году, к примеру. Имею ли я право получить немецкое гражданство? Или я родился в Праге, например, там в 85 году. Могу я получить гражданство Чехии? Нет. Вы не можете получить ни гражданство Германии по рождению, да, по земельному принципу, ни гражданство какого-либо другого государства, если вы родились в то время и у вас советское свидетельство о рождении. Почему? Потому что вы являлись гражданином СССР, ваши родители и вы находились в иностранном государстве, но вы находились под юрисдикцией СССР. Тогда действовали вот такие вот законы. Поэтому вы не можете требовать, чтобы вы получили гражданство Германии, или гражданство Чехии, или гражданство Польши, если вы родились в Польской Народной Республике, да, в то время, значит, по основанию, по месту рождения. Понятно. Теперь, что нужно, где взять повторное свидетельство? Человек же не может жить без свидетельства о рождении. Значит, если необходимо получить повторное, да, свидетельство о рождении, значит, ребенка, который был зарегистрирован в СССР, да, и родился за рубежом, как я вам сказал, в данной ситуации, это тогда можно взять, если ваше рождение родители зарегистрировали через консульские представительства СССР за границей, тогда у вас единственный вариант, вы можете это взять в архивах ЗАГСа Министерства иностранных дел Российской Федерации. Первый. Если же факт рождения регистрировался через военную комендатуру, медицинские части группы войск, да, военных советских, тогда вы можете взять в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Значит, все это выдается Российской Федерации, и потом Министерство юстиции Российской Федерации проставляет на эти документы апостиль. Хочу также внести ясность, что в настоящее время документы, которые выданы на территории Российской Федерации, вот я имею в виду документы, там, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, там, и так далее, на которые проставлена печать апостиль Министерством юстиции Российской Федерации, они абсолютно все признаются на территории любого иностранного государства. Еще раз повторюсь, любого. Их признает и Германия, их признает и США, и Канада, и Израиль, и все государства, которые существуют на планете Земля, на политической карте мира, все их признают. Да, есть вопросы по поводу свидетельств о рождении, которые выданы именно властями Крым. Да, там вопросы есть. И ДНР, ЛНР, там, и оккупированной части Херсонской области и Запорожской. Там вопросы есть, да. Те документы, которые были выданы на неоккупированных территориях, они полностью все признаются. Если ваши родители, есть еще такой нюанс, да, но вы должны это у родителей спросить. Значит, была ситуация, когда, например, ребенок рождается, ну вот, например, папа военнослужащий направлялся служить, например, в ГДР из УССР. Из Украины, из Украинской Советской Социалистической Республики. У них там рождался в ГДР ребенок. Папа заменялся, приезжал на территорию Украины, к примеру.
Ребенок родился там, ему выдала, например, свидетельство о рождении ребенка военная комендатура, там, в ГДР. Он приезжал в Союз, то есть в Украину возвращался, в УССР. Он тогда мог, тогда был тоже такой порядок, он тогда мог это взять свидетельство и внести в реестр актовых записей УССР. И вот если он это сделал, то есть сделали эти родители, да, на основании документов советских, значит, тогда, да, тогда сейчас, в настоящее время, можно получить это свидетельство о рождении в Украине, в украинских органах РАЦ. И проставить Министерством юстиции Украины печать апостиля на это новое повторное свидетельство. Если же родители этого не делали, все, единственный путь получить повторное свидетельство это только в Москве. И если его надо легализовать на территории иностранных государств, значит надо ставить штамп апостиля Министерством юстиции Российской Федерации. Все, других вариантов нет. Я надеюсь, что я вам подробно и точно рассказал вот эту всю ситуацию, чтобы у вас не возникало других вопросов, да. Опять же, если у вас есть какие-то вопросы, если вам необходима консультация по этой теме, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Вот вам моя электронная почта, вы уже знаете, кто меня постоянно смотрит. Пишите мне свое имя, пишите мне, что у вас за вопрос. Обязательно оставляйте свой номер телефона, я вам перезвоню. И, соответственно, если там быстрый вопрос, там минут 15, я вам могу абсолютно бесплатно уделить, и я вас по этим вопросам проконсультирую.